Друзья, рада всех приветствовать! Сегодня 3 января нового 2025 года. Поздравляю вас с наступившим Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем мира, здоровья и всяческого благополучия. Данным выпуском мы, друзья, открываем светский клуб для нового сезона наших встреч, заседаний и экскурсов по страницам истории, сохраняя при этом традицию, сложившуюся на канале. То есть первая часть видео будет посвящена вышивке, а вторая – путешествиям в далекое прошлое. Тайм-коды для вашего удобства на обе части всегда в описании под видео или в закрепленном комментарии. Подводя итоги ушедшего года касаемо вышивки, мы видим готовую многоцветную картину «Блудный сын» Лосева Николая Дмитриевича. Начало следующей многоцветки – «Базарный день» Теодора Жерара. И в канун рождественско-новогодних праздников для создания соответствующей атмосферы и настроения был взят в работу подходящий для этого дизайн, о котором и пойдет сегодня речь сразу после анонса. И, конечно, мы не можем обойти итоги ушедшего года касаемо наших путешествий по древнему миру. Вспомним, первым гостем нашего клуба в 2024 году был гений одной ночи Георг Гротефенд, нашедший ключ к клинописным табличкам. Затем была книга книг. Как нам известно, в Ветхом Завете первой части Библии развернуто грандиозное полотно от сотворения мира и человека до времен персидского господства. Были и манускрипты Мертвого моря, содержащие древнейшие библейские тексты. Обнаружены они были местными пастухами в скальных пещерах местечка Кумран на берегу Мертвого моря. В следующем видео был всемирный потоп. Потом, соответственно, был спасительный ковчег. Далее мы погрузились в Атлантиду, взобрались на Вавилонскую башню и прикоснулись к 7 чудесам света. Следующий выпуск принес нам встречу с героем необычайной судьбы. Великий человек при рождении был обречен на неминуемую смерть, но его спасло некое обстоятельство, сохранившее беспомощного младенца для предназначенной ему высокой доли. Затем страницы истории рассказали нам о стране Ассирии и о том, какой узел чувств связывает ассирийцев с Вавилоном, и что расплести его под силу похоже разве что какому-нибудь историческому психотерапевту. Ассирийцы словно бы демонстрировали вавилонянам свое великодушие, прося: «О искушенные дети Мардука, полюбите нас, богатырских сыновей, живите в ладу с нами, и мы охраним ваш волшебный город от любых посягательств извне». В требовании этой невозможной любви заключалось, помимо прочего, настояние признать родство. Этнически ассирийцы и вавилоняне были очень близки. Они говорили на разных диалектах одного языка. И если не равенство, то хотя бы соразмерность силы Ассирии пленительной красоте Вавилона. Но любви так и не получилось. И когда Вавилон в очередной раз восстал, ассирийский царь Сенахериб стер Вавилон с лица земли, пустив по его улицам воды из открытых шлюзов Ефрата. Так отчаявшийся влюбленный убивает свою возлюбленную. Далее был последний пир Валтасара. Наблюдали мы и за поисками вечной жизни. Были времена, когда люди не знали, что смерть – неотвратимый конец жизни. Они погибали от когтей хищников и от рук врага, от голода или от стихийных бедствий. Как правило, первобытный человек не доживал и до 30 лет. Когда же наши помудревшие предки убедились наконец, что смерть не прихоть злых духов и не грустная случайность, они задались целью избежать ее. Так появились магические обряды, амулеты и колдовские заклинания. Словом, началась первая научно-практическая программа в истории человечества – проект бессмертия.
Затем наше заседание состоялось в сонме древнеримских и древнегреческих богов, и возглавил его бог неба Юпитер. Следующие 6 исторических экскурсов были посвящены Древнему Египту. Это и секреты египетских мумий, и пирамиды без мистики, и женщина-фараон Хатшепсут, и молодой египетский фараон Эхнатон, который осуществил религиозный переворот. В невиданно короткий срок сломал многовековую религиозную традицию, связанную с культом верховного бога Амона. Создал новый государственный культ Атона, солнечного диска. Прикоснулись мы к жизни самого знаменитого фараона Тутанхамона. И, наконец, при помощи Жана Шампольона была разгадана тайна Египта. На следующих заседаниях мы посетили финикийские города, процветавшие на побережье Средиземного моря. Их обитатели называли свою родину Ханааном, страной пурпура, который ценился на вес золота. Они первыми научились делать из стекла украшения, посуду и даже зеркала. Изобрели алфавит, а корабли были лучшими на Древнем Востоке. А еще страницы истории приводили нас на Синайский полуостров, с которым благодаря вмешательству Бога связана и одна из самых удивительных историй спасения целого народа. Да, именно здесь развернулись самые величественные события, описанных в Ветхом Завете. Море расступилось и так далее. Мы тогда прошли с вами маршрутом Моисея. Гостем нашего клуба был и мудрейший царь Соломон, и легендарная царица Савская с загадками. И совсем недавно мы были гостями в Древней Нубии, месте высокоразвитой древней африканской цивилизации, которая соперничала с Древним Египтом по богатству, могуществу и культурному развитию. Далее мы были в Древней Индии, стране слонов, и в Древнем Китае. А сегодня новый сезон наших путешествий откроет прогулка по лабиринту. Возможно, кто-то из нас откроет для себя разницу между классическим лабиринтом и лабиринтом, одно упоминание о котором рисует воображение современного человека необычайно сложное, запутанное хитросплетение ходов, узких троп и тупиков, окруженных каменными стенами. Здесь ничего не видели, кроме этих жутких, мрачных, серых стен. Да. Мы заблудились, сэр. Вы можете нас вывести отсюда? Нет. Вот человек, который обычно выводит нас из любых лабиринтов. Побываем в Кносском дворце на острове Крит, слава о котором живет уже более 3000 лет благодаря мифу о Тесее. Там был построен знаменитый лабиринт, в центре которого жил Минотавр, питавшийся человеческим мясом. Потому что Минотавр не виноват, что он родился чудовищем. Минотавр не виноват, что он пожирает других. Ему просто хочется есть. Это и многое другое касаемо этой темы ждет нас во второй части видео. А сейчас вышивка. Друзья, как было сказано выше, потребовался срочно праздничный сюжет, рождественско-новогодний. И вспомнилась мне схема с давних времен, из какого-то американского журнала, посвященного Рождеству. Качество картинки не очень, но лучше я не нашла. Вообще не нашла этого изображения. Однако я помню, что сюжет «Святой Николай с ангелочками» мне очень понравился. И вот подумала я, что и вам сделаю сюрприз. Праздничный старт и финиш. Но, как у нас говорят, не так сталося, я гадалося. Времени на вышивку прошедшие 2 недели оставалось недостаточно, и в итоге старт случился, финиш случится позже. А сейчас вы увидите, к какому результату и как мне удалось прийти.
Перед нами итог. Святой Николай в коричневом меховом кожухе. Еще до кока-кольного периода. Одной рукой за плечами он держит мешок с гостинцами, в другой руке – розги. Вокруг него ангелочки с подарками. Ангелы – помощники святого Николая, которые выступали адвокатами детей. И черт, который в свою книгу записывал все детские шалости и прегрешения. И вот от того, чьих доводов было больше, святой Николай решал, что дарить ребенку. Послушному подарки, неслухам розги. По легенде, святой Николай был покровителем не только детей, но и путешественников. Родился Николай между 270 и 286 годами в Малой Азии, в семье состоятельных людей. В детстве решил посвятить жизнь богослужению. Рано стал священником. Наследие родителей до последней монеты Николай раздарил беднякам. Много лет служил епископом. После смерти святой Николай оставил после себя прекрасные воспоминания и большую благодарность всех тем, кому он помог. Святого Николая нельзя приравнивать к Санта-Клаусу или Деду Морозу. Ведь два последних – это персонажи, символизирующие дух Нового года. У нас был некий Морозко, но он нес в себе дух всей зимы, а не какого-то конкретного периода. Святой Николай отличается также и тем, что, в отличие от новогодних дедушек, он является настоящим святым, который своей жизнью и благородными поступками заслужил такой почетный титул. Согласно постановлению ЦК КПСС 1937 года на замену Николаю пришел Дед Мороз, который дарит подарки на Новый год. Но в некоторых местах традиция сохранилась. Что касается Санты, то его история началась на Старом континенте, в Европе. В Нидерландах издавна праздновали День Святого Николая, который называли Синтерклаас. Когда европейцы начали заселять Северную Америку, то они, конечно же, завезли туда свои любимые традиции и праздники. Так туда попал и Святой Николай, который со временем стал называться Санта-Клаусом. Существует мнение, что современный образ новогоднего дедушки создала компания Coca-Cola. Однако все началось с поэзии, которую написал американский писатель Клемент Кларк Мур. Произведение настолько полюбилось читателям, что впоследствии стало популярным на весь мир. Клемент Мур лишил Николая наряда архиепископа и величия христианского святого и превратил его в веселого старика. Главное действующее лицо поэмы – Санта-Клаус. Старый эльф, который летает по миру на волшебных санях и дарит детям подарки на Рождество. Так святой Николай начал постепенно превращаться в нового персонажа, который быстро стал любимым у детей. Вскоре художник Томас Насс создал иллюстрации к этому произведению и создал образ Санта-Клауса. Он одел его в коричневый меховой кожух, но издатели детских книг не были щепетильными к цвету, и костюм частенько имел красноватый оттенок. А со временем, когда Санта окончательно стал обладателем красного наряда, он больше полюбился малышам и взрослым. Они действительно верили, что Санта-Клаус приходит через дымоходы к послушным детям и кладет им подарки в чулки, которые нужно было повесить возле камина. Словом, все, как и было в византийских легендах о Николае. Теперь, друзья, вернемся к вышивке. В работе была задействована бумажная схема, от которой я уже успешно отвыкла. И еще полное многообразие бэкстича. Все это в совокупности скорости не прибавляло, и продвижение вышивки стало напоминать мне движение этих чудесных быстроходных птичек. Надеюсь, друзья, что к следующей нашей встрече все ангелочки соберутся вокруг Николая, и работа финиширует. А еще у меня большие надежды, что продвинется и базарный день. Ну что ж, посмотрим. А сейчас, друзья, мы подошли с вами ко второй части видео. Настраиваемся на нужный лад
и отправляемся в путешествие по лабиринту. Лабиринт. Одно упоминание о лабиринте рисует в воображении современного человека необычайно сложное, запутанное хитросплетение ходов, узких троп и тупиков, окруженных каменными стенами. Такой привычный для нас образ на самом деле далек от первоисточника. Большинство древних классических лабиринтов создавалось по одинаковому, вполне определенному шаблону с одной единственной, очень извилистой тропой, ведущей от входа к центру. Таковы сохранившиеся до наших дней петроглифы в виде лабиринтов, обнаруженные в Галисии на северо-западе Испании и датируемые 2000 годом до нашей эры. Глиняные таблички с изображением лабиринтов, найденные в греческом городе Пилосе, возраст которых 3000 лет. Рисунки лабиринтов, нацарапанные на руинах в турецком Гордионе, относящиеся к 750 году до нашей эры. Строго говоря, не всякий клубок запутанных ходов следует называть лабиринтом. Классический вариант имеет 7 концентрических линий, плотно закрученных вокруг центрального ядра. Вход только один. Длинный путь от него обязательно приведет к центру, который, если быть точными, смещен немного к краю. Соприкасаясь вплотную, дорожки лабиринта нигде не пересекаются и никак не сообщаются друг с другом. Покинуть центр сооружения можно только одним путем, тем же, что привел к цели. Других выходов из лабиринта нет. Таким образом, забредшему в его недра путнику не приходится ломать голову над решением сложных задач, как быстрее пройти к цели и выбраться наружу. Все, что нужно делать, это идти по дорожке, которая приведет к центру и выведет обратно. Иначе устроены ходы-головоломки, именуемые на английский манер мейзами. Мейзы по своему строению более изощренные и запутанные, нежели лабиринты. Как правило, в таких головоломках заложены несколько дорог к цели, 2 или более входов и выходов. Дорожки сообщаются между собой и образуют развилки. Решить мейз, то есть пройти к его центру или какой-либо цели, не так-то просто. Создатели придумали сложные задачи: выбрать правильный вход, угадать направление на развилке или не попасть дважды на одну и ту же дорожку. Идея мейза восходит к средневековью и представляет собой результат освоения математической науки. Нас же интересует классический лабиринт как наиболее древний культурный символ. Простейший лабиринт существовал во многих модификациях. Внося небольшие изменения в технику создания базовой модели, его автор легко увеличивал или уменьшал количество дорожек, делал лабиринт квадратным, прямоугольным, получал различные варианты центрального ядра. Однако все эти модификации происходили от классического образца, который был широко распространен по всему свету и оставался неизменным на протяжении тысячелетий, просуществовав в своем первозданном виде вплоть до средних веков и эпохи Возрождения. Несмотря на многократные попытки пояснить происхождение самого слова «лабиринт», оно до сегодняшнего дня остается неясным. Анализ частей слова позволяет сделать предположение, что оно каким-то таинственным образом с определенными оговорками связано с понятием «камень». Традиционно слово «лабиринт» применяют к Носскому дворцу на острове Крит, слава о котором живет уже более 3000 лет благодаря мифу о Тесее. Критский царь Минос, мстя царю Атики Эгею за вероломное убийство своего сына Андрогея, который погиб во время Панафинейских игр, осадил город Афины. Побежденный афинский царь был вынужден подчиниться могучему владыке Крита и согласился регулярно выплачивать ему тяжелую дань. При Миносе на Крите жил и трудился замечательный изобретатель, искусный зодчий и прославленный скульптор Дедал, который построил в столице Миноса, городе Кносе, знаменитый лабиринт. Это было грандиозное здание с массой запутанных ходов, откуда не мог выбраться никто из вошедших внутрь. В центре лабиринта жил Минотавр, буквально бык Миноса, питавшийся человеческим мясом.
Это чудовище было плодом греха, совершенного Пасифаей, женой Миноса. Она отличалась неслыханным сластолюбием. Зная это, бог морей Посейдон подослал к Пасифае белоснежного быка, от которого она и родила Минотавра. К нему попадали на съедение юноши и девушки, которых присылали к критскому владыке в качестве дани из покоренных им городов материковой Греции, в частности из Афин и Мегар. Желая освободить свой город от столь страшной позорной дани, сын афинского царя Эгея Тисей добровольно отправился на Крит. Здесь его полюбила дочь Миноса Ариадна. Чтобы спасти Тисея от неминуемой гибели, она по совету Дедала дала ему клубок ниток. Пробираясь по закоулкам лабиринта, Тисей разматывал нить, а когда нашел и убил Минотавра, с ее помощью легко отыскал обратную дорогу. Однако, плывя домой в Афины, он забыл заменить черные паруса корабля на белый, как у него было заранее условлено с отцом на случай благополучного возвращения. Увидев корабль сына под черными парусами, старик Эгей в отчаянии бросился в море, которое с тех пор стало называться Эгейским. После него афинским царем стал Тисей, позднее женившийся на другой дочери Миноса, Федре. Разгневавшись на Дедала за помощь Тисею, Минос заточил его вместе с юным сыном Икаром в лабиринте. Тогда Дедал смастерил из перьев воска крылья для себя и для сына, чтобы улететь с Крита. Во время полета Икар неосторожно поднялся слишком высоко, и воск, скреплявший перья, растаял на солнце. Крылья юноши рассыпались, он упал вниз и утонул в волнах моря, получившего название Икарийского. Долгое время считалось, что прообразом знаменитого лабиринта послужили обширные каменоломни, расположенные в окрестностях критского города Гортина. Однако в 1900-1930 годах английский археолог Артур Эванс, проводя раскопки в Кносе, открыл царский дворец колоссальных размеров, основная часть которого была построена более чем за 1500 лет до нашей эры. Сегодня грандиозное сооружение площадью около 16 тысяч квадратных метров, состоящее из сотен причудливо расположенных помещений, изобилующее коридорами и переходами, размещенными на разных уровнях залами и уводящими глубоко под землю лестницами, интерпретируется археологами как прототип легендарного лабиринта Минотавра. Кносский дворец сильно пострадал во время извержения вулкана на острове Фера около 1450 года до нашей эры, а после пожара, произошедшего примерно в 1380 году до нашей эры, был окончательно заброшен. В настоящее время некоторые из его помещений реконструированы. В результате оказалось, что план дворца не соответствует классической модели с 7 дорожками. Они напоминают только фрагменты фресок на стенах в виде узоров. Впервые знаменитый символ лабиринта, воспроизведенный позже в разных частях света, появился на кносских монетах около 300 лет до нашей эры, то есть 1000 лет спустя после постройки дворца. Есть основания полагать, что в виде классического лабиринта возводили и крепостные стены городов. Так устроение легендарной Трои, осаду которой ахейским войском принято относить к 1250-1220 годам до нашей эры, долгое время ассоциировалось с лабиринтом. Не случайно даже в средние века рисунок лабиринта часто воспринимался как защитный символ именно Трои. А многие лабиринты, сооруженные из валунов и дерна в Скандинавии, Германии и Британии, получили название Троянский город, город Троя, стены Трои. По одной из версий, стены этого древнего города действительно напоминали лабиринт. По образу лабиринта были построены и защитные стены города Шимангада, расположенного в предгорьях Гималаев на территории современного Непала. Этот неприступный город пал под ударами мусульманских войск в 1325 году только после того, как предатель указал неприятелю слабое место в крепостных стенах. Руины Шимангады сохранились до наших дней, но их почти совсем поглотили джунгли.
Лабиринты – это не только сооружения, а гораздо чаще они встречаются как знаки, нанесенные на стены жилищ или храмов, вплетенные в орнамент, отпечатанные на керамике. Изображение лабиринта было очень популярно в Римской империи, где использовалось как элемент оформления стен и полов. Сохранившиеся образцы свидетельствуют о первых реальных попытках создать новые варианты классической модели. Найденные во время раскопок мозаичные лабиринты, выложенные, как правило, на полу разных зданий, приобрели у римлян более сложные геометрические формы. Для их создания обычно использовались мелкие кубики из цветных камней или стекла, которые выкладывали в раствор, смешанный с терракотой. Зачастую такие вариации располагались недалеко от входа или прямо на пороге и, вероятно, рассматривались как защитный символ. С распространением христианства древнеязыческий символ лабиринта постепенно изменился и стал восприниматься как аллегорический образ тернистого пути человека к Богу или крестный путь Христа. Лабиринт в христианской философии и архитектуре становится метафорой материального мира, проходя через который человек должен сразиться с Минотавром, с сатаной. В лабиринте соблазнов и грехов человек, подобно Тесею, может уповать только на собственную стойкость и спасительную нить Ариадны – веру. Но главной неразгаданной загадкой древнего символа остается его происхождение. Десятки гипотез, высказанных на этот счет, так и не смогли объяснить возникновение, а затем распространение по всему миру затейливого рисунка извилистой дорожки. Возможно, этот образ был подсказан самой природой. Спиралевидные лабиринтные формы характерны для раковин некоторых моллюсков, различимы в колонии кораллов, в подземных ходах муравейников. Наконец, высказываются предположения, что лабиринтный рисунок мог появиться при попытках древнего человека изобразить сложное движение Солнца и планет. Историю самого понятия лабиринт проследить несколько проще. Наиболее ранние литературные упоминания позволяют предположить, что слово «лабиринт» обозначало довольно крупную каменную постройку. Возможно, первое упоминание о лабиринте – это микенская глиняная табличка, обнаруженная в Кносе и относящаяся приблизительно к 1400 году до нашей эры. На табличке содержится текст, переведенный следующим образом. Одну амфору меда для всех богов, одну амфору меда владычица лабиринта. Несомненно, перед нами список подношений. Владычица лабиринта является, по-видимому, богиней, а лабиринт, очевидно, представляет собой некое сооружение. Вероятно, это местопоклонение столь сильно отличалось от всех остальных храмов и святилищ, что о нем посчитали необходимым упомянуть особо. О том, где первоначально располагался лабиринт на Крите, говорится у Гомера в описании танца в Кносском лабиринте, а также в рассказе о критских приключениях Тесея. Схема лабиринта выполняла хореографическую функцию. Она предписывала последовательность и направление танцевальных движений. Наиболее раннее визуальное доказательство этого можно обнаружить на этрусском сосуде особой формы из троллетеллы около 620 года до нашей эры, где изображается группа воинов в танце, выходящих из лабиринта. На лабиринте написана арена или площадка для танцев. Во многих других древних источниках упоминается танец лабиринта. Все это говорит в пользу теории, согласно которой термин «лабиринт» первоначально обозначал танец, и движения в этом танце подчинялись строгой графической схеме. Упомянутые изображения, петроглифы и настенный рисунок можно рассматривать как уменьшенные копии большой, которая представляла собой план, помогавший танцующим правильно исполнять сложные танцевальные движения на площадке. А вот некоторым исследователям лабиринт представляется прежде всего воплощением обряда инициации, посвящения. Лабиринт – это внутреннее пространство, отделенное от остального мира. Это пространство окружено внешней стеной, в которой имеется лишь одно небольшое отверстие для входа. Внутреннее пространство напоминает архитектурный план и кажется, на первый взгляд, ошеломляюще сложным.
Чтобы понять форму лабиринта, а также чтобы решиться войти внутрь, требуется определенная степень зрелости. Если говорить о самой дорожке, то идущему человеку необходимо обладать хорошей физической координацией, умением общаться и действовать в коллективе. Прежде чем вступить в лабиринт, человек преодолевает целый ряд препятствий, и способным их преодолеть оказывается лишь тот, кто уже достиг зрелости. Когда вход остается позади, человеку открывается принцип извилистой дорожки. Внутреннее пространство заполнено максимально возможным количеством поворотов, что означает огромную потерю времени, а также физическую усталость человека на пути к цели, то есть к центру. Несколько раз человек приближается к цели только за тем, чтобы дорожка вновь отвела его в противоположную сторону. И это вызывает большое психологическое напряжение. А поскольку на пути к центру идущий лишен возможности выбора, тот, кто в состоянии вынести это психологическое напряжение, непременно достигнет цели. В этом символическое отображение необходимости следовать законам природы, отрицающее роль субъективного произвольного подхода. Достигнув центра, человек остается в полном одиночестве, наедине с самим собой, с божественным принципом, с Минотавром, или же с чем-то другим, чем может быть наполнено содержание понятия «центр». В любом случае, центр – это такое место, где человеку дается возможность обнаружить нечто настолько важное и значительное, что это открытие требует кардинальной смены направления движения. Чтобы выйти из лабиринта, человек должен повернуться и возвращаться назад по своим же следам. Поворот на 180 градусов означает не что иное, как наибольшее возможное отступление от собственного прошлого. Это не обычное отрицание, а отмена уже совершенного похода к центру. Между этими двумя дорогами лежит основополагающий опыт, и поэтому поворот в противоположную сторону – это не просто отрицание предшествующего опыта, это еще и новое начало. Человек, выходящий из лабиринта, совсем не тот, кто входил в этот лабиринт. Это человек, переродившийся для нового этапа, нового уровня существования. Именно в центре лабиринта происходит смерть и новое рождение. Кроме того, в лабиринте человек оказывается в окружении, в изоляции. Он оторван от привычной среды существования. Для него привычное окружение как бы умирает. Назад пути нет. Только неизбежная дорога вперед и обязательный поворот в обратную сторону, когда идущий достигнет центра. Дорога, ведущая из прошлой жизни к одиночеству, это дорога смерти. И не случайно некоторые из ранних лабиринтов, петроглифы бронзового века, связаны либо с захоронениями, либо с шахтами, то есть с местом, откуда человек ступает на опасный путь, ведущий назад в утробу Матери Земли, владычицы подземного мира. История лабиринта по-прежнему не закончена. Его дороги, словно бесконечная лента времени, стремятся все дальше, уводя человека к неведомой цели, которая тем желаннее, чем менее предсказуем путь в лабиринте. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если вам было интересно. На сегодня у меня все. Всего вам доброго. Пока-пока.